Общий расклад Таро, что с ним из-за вас происходит сегодня. Расклад Таро для мужчин и женщин, гадание на отношения по вариантам. Приветствую всех, друзья. Вы на канале Таро с Алехандро, и сегодня мы заглянем в душу вашего партнера, вашего загаданного мужчины или женщины, и посмотрим, что с ним происходит. Сегодня будет 4 варианта, это будет 4 коротеньких расклада. Вот тайм-коды вы найдете в описании. Ну и по вот этим вот картам, которые я выкладываю вот здесь, вы можете посмотреть ситуацию, да. Ну, давайте так скажем, что транслирует вам снаружи, да, вот то, что вы видите, что происходит между вами, или что транслирует вам ваш партнер, мужчина или женщина. Работать мы будем сегодня с 4 колодами разными, да, поэтому, ну, на каждую карту у нас будет своя колода. Итак, начнем. Я уже уверен, что вы определились. Давайте начнем. Первая карта. Ну, смотрите, первая ситуация. Загаданный мужчина или женщина питает к вам чувства, то есть у вас отношения, они развиваются, и вы это видите, то есть вам он, ну, как бы может транслировать, что он вас любит, что он как бы пытается вам открыться. Единственная проблема, или есть одно маленькое но: у вас может быть треугольник, но все-таки здесь тройственный такой союз, поэтому здесь мужчина, женщина может быть не свободный, не свободная, но тем не менее он все время подает какую-то надежду, обещает, что все будет хорошо. Поэтому резюме по первой ситуации: скорее всего, у вас есть какой-то треугольник, о котором вы, скорее всего, ну, с большой долей вероятности вы о нем догадываетесь, да, то есть на поверхности больше, чем в тени. Да, ну, может быть и скрытый треугольник, то есть расклад может быть и для тех, кто думает, ну, чего он такой, да, ваш партнерша нерешительный или нерешительная, может у него есть кто-то еще, какой-то мужчина или женщина. Да. Давайте посмотрим, что вы четко знаете о вашем партнере и чего вы не знаете, да, вот какой сюрприз есть в этих отношениях, почему-то рождается такой вопрос. Ну, смотрите, вы четко знаете, что он вас любит, и вы это чувствуете, скорее всего, да, вы чувствуете эту любовь. Здесь двойка чаш, поэтому да. Вот. А чего вы не знаете? Не знаете вы туз жезлов, то есть у него есть, ну, какая-то энергия, какое-то тяготение, скорее всего. Ну, тут все-таки это больше огонь, да, такой внутренний. То есть у него есть какая-то страсть к женщине, которая может быть ребенком, матерью его детей. Поэтому смотрите, вот для тех, кто сомневается, есть ли тут дети или нет, они, скорее всего, есть. И у него есть какая-то, как минимум, энергетическая связь с женщиной и с ребенком. Поэтому он как бы здесь вот сейчас, этот партнер, мужчина, скорее всего, между двух огней, да, и ему надо и там быть одновременно. Поэтому у него есть как минимум энергетическая связь с дорогим для него человеком. Что он транслирует вам, вот какие мысли он вам транслирует открыто. Он пытается уйти, он вам постоянно обещает, что уйдет, что он прекратит, что он откажется от чего-то, да. Кстати, он может здесь пытаться отказаться от какой-то вредной привычки, да, но это может быть и отношения, а может быть просто какая-то вредная привычка у него. Вот. Поэтому он транслирует, что как бы ему не было тяжело, он все равно уйдет, да, от мужчины, от женщины и так далее, да. Но что он при этом реально думает, да, вот ожидание, а вот реальность, да, а реальность ему приходится бороться, да, то есть он, знаете, а реально он вас пытается не обмануть, а обхитрить, то есть он понимает, что сейчас он не может уйти, да, вот не может уйти, потому что у него крепкая связь, у него сильный огонь, хотя вас любит. И
а реально он находит оправдания какие-то, да, то есть он реально оправдывается, этот человек. Какие чувства он вам реально транслирует, ну, транслирует открыто, и что он при этом чувствует. Вот реально паж жезлов, да, смотрите, туз жезлов и паж жезлов. Он реально показывает вам, что он пытается быть с вами больше, нежели он может. То есть он говорит, ну вот смотри, я же и так все делаю для того, чтобы быть с тобой. Да, я же и так много времени провожу с тобой. Но при этом он четко понимает, что ему приходится хитрить. Вот он хитрит. Именно он достаточно умный этот человек, может быть даже и водолей, да. Водолей, близнец, весы, ну водолей больше, да. И что он при этом чувствует, и какое чувство он вам не показывает, не открывает. Но он, понимаете, он очень сильно страдает, этот человек. Здесь смерть выпадает, да, и он не может вас отпустить. Это, знаете, вот у вас вот эти отношения, они роковые, да. Вот, поэтому он, как бы, знаете, он при этом еще каким-то образом даже чувствует, что приносит боль и себе, ну, безусловно, и себе, и другим, да, как-то так. Что он обещает вам делать? Ну, он обещает, знаете, как отпустить вот эту концентрацию на прошлом, на негативе, на каком-то. Он обещает больше никого не слушать, и он обещает быть свободным, да, он обещает быть, ну, посмотреть в жизнь как-то уверенно, да. И обещает не замечать чего-то плохого. И что он будет при этом делать, да, вот это его обещание, а вот реальность. Он будет продолжать играть. То есть, смотрите, вот здесь такие отношения, где человек делает вид, что он свободный, он делает вид. Он искусно играет и постоянно обещает и все объясняет, да, то есть вот человек, который постоянно ему приходится находить оправдание, но в душе он испытывает боль и страдания. Почему? Потому что эти боли и страдания являются наказанием, скорее всего, больше для него, ну и в частности для вас, за то, что он ведет двойную игру как бы на два фронта, да, вот так вот. И, ну, это рок, и вам предстоит это пережить, потому что судьба, вот здесь единственная карта, старший аркан, смерть. То есть вам судьба дает эти испытания, чтобы вы прожили боль и страдания и смогли эту боль и страдания в будущем искусно применить, чтобы как-то по-новому, возможно, даже с этим партнером жить. Ну, вот такой вот получился расклад. Мы посмотрели на партнера со стороны, да, ну и на партнера со стороны, который ведет такую, ну, может быть, двойную игру. Она не есть нечестная, но она достаточно хитрая и изощренная. Позиция номер 2. Смотрите, здесь выпадает вообще сумасшедший дом карта, да, такой дурдомчик. Но вот отношения с этим партнером, их адекватными не назовешь реально, да. И возможно, вы осознаете то, что это ненормально. А возможно, вам даже со стороны говорят: слушай, ну, вы делитесь, да, ощущениями от этих отношений со своим другом, с подругой, а он или она вам говорит: слушай, ну это что-то тут ненормально, да, это дурдом какой-то, да. Давайте посмотрим. Я здесь сюда возьмем Монару. Монара достаточно адекватная колода, но тем не менее посмотрим. Давайте посмотрим, какой или каким он видит вас, да, вот за кого он вас держит, как женщину, особенно, ну, тут больше такая женская колода, да, поэтому какой он вас видит в этих отношениях. Ну, смотрите, он вас видит такой, что вы в него вцепились, а он вас видит зависимой от себя, вот, имейте в виду. Даже где-то, может быть, слегка сумасшедший, да, то есть он вас видит
сумасшедший, вы сошли с ума, да, он считает, что вы без него не можете, вы в него вцепились, солнце в Овне, да, и здесь такая, знаете, как бы, я сейчас назову это одержимостью. Вы одержимы им. Вот так вот. Солнце в Овне. Овен — это настойчивость, да, а дурдом — это немножко даже одержимость. Поэтому он вас видит сексуально зависимой от него, да. А давайте посмотрим, и он этим манипулирует или нет. Вот теперь, ну, соответственно, да, он управляет этим процессом или, ну, видит и все, и ему как бы класс. Управляет ли он этим? Ну, он управляет, в принципе, этим, ну и вы этим управляете, да, то есть тут как бы обоюдное, тут больше женское управление, да, здесь я даже скажу, что он видит, что вы от него зависимы, но он видит, что вы еще этим и манипулируете, давайте так скажем. Поэтому он управляет этим, потому что он это понимает. Но и вы это как бы понимаете и этим управляете. То есть, ну, это как бы пока что это выгодно один другому. Давайте посмотрим, нравитесь ли вы ему. Да, вот, ну вот вообще, да, или за что вы ему нравитесь, да. Ну, смотрите, здесь вы ему нравитесь за то, что, ну, как бы, может быть, к радости, может, к сожалению, здесь, ну, факт, да, просто это нужно или принять, или отвергнуть здесь, за то, что, как бы, вы зависите от него. Все, и ему это нравится. Ему нравится, что вы цепляетесь за него и, как бы, не можете без него, да, вот так вот. Ну, здесь такое какое-то земля, да, заземление по уровню Козерога, да, то есть какая-то тут материальная зависимость, много земли. То есть ему нравится то, что вы без него не можете. Все, и этого достаточно, да, то есть вы не можете его отцепить, отпустить, отцепиться, да, то есть вот так. А что ему не нравится в вас? Давайте вот такое посмотрим. Да? Разные вопросы сегодня. Ну, здесь не нравится ему, что вы достаточно агрессивны, да, иногда становитесь и пытаетесь его контролировать. Вот всесильный контроль здесь. И ему не нравится то, что вы выуживаете из него информацию. Да? Какую информацию? Да любую. Ну, там... Постоянно пытаетесь, чтобы он или она вам постоянно что-то рассказывала. Давайте посмотрим, есть ли возможность быть счастливым в этих отношениях, да? Ну, здесь оно возможно, это счастье, если вы сможете преодолеть страхи. Здесь побег, вот... Юпитер в Близнецах, ну знаете как, здесь, ну все-таки все равно это расширение, да, то есть здесь на самом деле убегает женщина от мужчины, но здесь счастье в том, чтобы, знаете, не поглотить этого мужчину. Ну, здесь все-таки женщина пытается поглотить мужчину или не поглотить женщину, да. То есть ваш секрет счастья в собственных пространствах на самом деле, да. Здесь женщина убегает от мужчины, а мужчина как бы хочет ее схватить, да. Юпитер — это поглощение, да, или обладание, или власть. Вот. Поэтому это обоюдная власть. Но учитывая то, что один другого душит немножко, да, это может мешать вашим отношениям. Поэтому здесь у кого-то из партнеров, ну, давайте скажем так, у женщины больше все-таки, да, потому что женская колода, ну и у мужчины здесь может быть такое, что, да, мужчина пытается обладать властью, поэтому здесь могут быть такие немножечко ну, закладки психопата, могут быть, потому что дурдом, да, это что же уже какая-то девиация, да, психическая. Ну, мы все в адеквате смотрим, поэтому кто-то над кем-то хочет иметь абсолютную власть, и эта власть ему или ей всласть, понимаете, да? Давайте посмотрим, что он думает о вас сегодня, ваш партнер, о его мысли. Ну, смотрите, он думает о том, что есть некая боль и страдание,
и что он служит вам, а вы это не принимаете. То есть, смотрите, что он думает? Я все делаю для него, а он это не принимает, не замечает, не ценит и... давайте в конечном итоге не хулит, не голубит, не лелеет. То есть этот человек служит вам таким образом, ну потому что ваш партнер, да, он служит вам таким образом, но он служит так, потому что он по-другому не умеет, да, вот. И он чувствует, что то, что вы это не всегда принимаете, что он какой-то не такой. Но он такой какой-то не такой, потому что его действительно здесь много. То есть здесь проблема в пространствах. Ну, здесь границы и здесь границы, да, поэтому его действительно много, и когда его много, он начинает страдать, да, потому что он пока что быть другим не готов, потому что он боится потерять, да, потерять права обладания, окей? Что он чувствует? То есть он думает о том, что вы его не воспринимаете таким, какой он есть. Услышали, да, вот, ну, упрощение, да. А почему? Потому что его дофига. То есть, в принципе, это и неплохо, но когда это переходит все границы, это уже становится не очень хорошо, да. А что он чувствует к вам сегодня? Он чувствует, что вы его не слышите. Ну вот. Тишина, покой, да, вот такое. То есть он чувствует, что вы не слышите, и он беспокоится. Он чувствует, знаете, как будто бы вы глухи к нему. Здесь очень такой, на самом деле, здесь земля, 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 а здесь 3 воздуха и огонь, да. То есть здесь какой-то есть блок чувств. Воды мы не видим здесь, да, водичка здесь вообще никак не течет. Вот он у воды сидит, какие-то эмоции. Знаете, он чувствует, что вы друг друга до конца не понимаете, и он вам чего-то не может донести, да. Возможно, он чувствует опять-таки, что здесь Юпитер в весах, смотрите, интересно, а здесь Юпитер в близнецах. Да, все-таки он чувствует, что вы друг друга не понимаете, и он чувствует, что вы закрыты в себе, да, вот закрыты в себе или где-то отстранены как-то, да, вот так. Что будет делать? Что будет делать? А он будет вас пытаться удивить. Он вас будет пытаться удивить и вывести вас на диалог. То есть, смотрите, здесь есть некое такое, здесь воздух и земля, пыль идет. Здесь будет человек постоянно выводить вас на конфликт, чтобы вы доказывали, что его служба вам, ну, служение вот это вам, оно как-то оценивается. То есть этому человеку важна реакция в конечном итоге на то, насколько он полезен, насколько он хорошо или качественно выполняет какие-то свои, как-то себя проявляет. То есть ему важно, чтобы его замечали, да, вашего партнера. Поэтому ваш игнор или ваше недоразумение или непонимание оказывает на вашего партнера такое влияние, что он еще сильнее волнуется и где-то беснуется, где-то тревожится. И чем больше вы молчите и не даете ему обратную связь, тем больше этот человек, в конечном итоге ваш партнер, будет вас удивлять, чтобы в конечном итоге вас не потерять. Ну, вот такой интересный получился расклад. Вот, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам резонирует тот или иной вариант. Давайте посмотрим дальше. Расклад номер 3. Расклад номер 3. Ну, смотрите, здесь в ваших отношениях происходит что-то, ну, давайте скажем так, что-то необычное. То есть происходят изменения, которых не должно бы было происходить. То есть изначально было все вроде бы как бы более-менее, но сейчас вы находите или замечаете такие изменения, которые раньше бы вас не напрягали, не удивляли
не пугали и с толку не сбивали. А вот сейчас происходит то, во что вам, возможно, трудно поверить, или трудно осознать, или своим взглядом измерить. Да? То есть появилась какая-то девиация или отклонение, которое требует на картах пояснения. Давайте посмотрим. Я как раз для этого удачную колоду взял, такая Алехандро Таро Шепот теней. Давайте посмотрим. Как можно назвать это девиантное отклонение вашего партнера поведениях? Смотрите, это рыцарь кубков. Во-первых, человек может быть под влиянием алкоголя, наркотиков и под влиянием рыбы. Рыба у нас это скрытое влияние, поэтому на этого человека, но опять-таки выпадает рыцарь. Это больше, конечно, тут мужчина, но опять может быть и женщина, да. Он, в принципе, к вам дружественно настроен, да, по этой карте, но скрытое влияние на него есть. У рыбы это всегда скрытое влияние, да, незаметное. Это может быть опой, это может быть эмоция и так далее. Давайте посмотрим, что это за скрытое влияние, да. Ну, здесь кто-то скрыто крутит его судьбу. Или он чувствует, ну вот второй вариант, он чувствует, что что-то связано с судьбой. И здесь, смотрите, здесь это может быть, вы влияете на него каким-то образом, ну, например, там, ну, решили его к себе привязать, да, и он начинает это чувствовать. Здесь есть скрытое влияние на судьбу этого человека. Услышали, да, прям колесо фортуны. То есть этот человек, возможно, поменялся с белого на черное, возможно, поменялся с черное на белое, да, то есть вот так. То есть здесь идут изменения. Куда ведут изменения в судьбе этого человека? А здесь все скатывается в ад, да. К сожалению, этот человек, он меняется не в позитивную сторону. Поэтому на этого человека, скорее всего, оказывается скрытое негативное влияние, которое оказывается именно на судьбу. Или в судьбе ваших отношений внезапно происходит скрытое влияние. Давайте посмотрим, кто оказывает влияние на вас скрыто. Да? Ну, прям дьявол выходит, да, и судьба, да, рядом. Скрыто, судьба, дьявол. Все просто. Кто это, что это, почему это? Ну, здесь пробивают защиту. Кто-то просто ломится в ваше, ну, давайте назовем это пространство. В ваше пространство ломятся, да. Тук-тук. Мы думали, что это дно, да, но с дна постучали, да. Ну, смотрите, это, скорее всего, кто это? Это тот, кто заинтересован посягнуть на ваши интересы. Кто именно это, да? Это может быть даже и группа лиц. Это высшие силы против, я вам скажу. Это прям высшие силы. По этой карте это не только чистка, да, тут дело не чистое, я вам сразу говорю. Но прям высшие силы, или этот человек чувствует голоса какие-то, да, у него может быть, он мутант, этот человек может быть, да, ну, например, он может слышать голоса ангелов, выходить там в астрал, связываться с какими-то сущностями, и ему что-то говорят, что там девушка или молодой человек, это не ваш партнер. То есть ты должен поменять свое мнение. Вот. Реально ли это высшие силы? Давайте посмотрим. Это могут быть темные силы. Да, смотрите, карты это легли рядом. Почему-то я так положил их. Давайте посмотрим. Шестерка чаш. Ну, смотрите, реально он чувствует это душой, но это может быть бывшая любовь. Ну, или бывший, или бывшая. То есть, ну, тут, смотрите, на судьбу ваших отношений влияет, скорее всего, энергетика, не самая светлая из прошлого. Вот. Но либо он просто чувствует, что вы не его судьба, и он начала его вот так вот крутить и колбасить, да. Ну, реально, здесь картина такая достаточно нелицеприятная, да, он мутирует, а мутирует он достаточно, ну, так темновасто, да. Вам бы как бы хотелось бы его
ну, чтобы с ним этого не было, счистить его, да, как-то, чтобы этого влияния не было, но оно есть. Есть попытка вторгнуться в судьбу и подменить, да, что-то. Стоит ли, давайте сразу пойдем с того, стоит ли вам продолжать эти отношения, ну, вот так, да. Ну, звезда — это надолго, и здесь женщина, да, вот, пока да. Пока да, потому что судьба. Да, не бросайте просто так. Стоит ли продолжать? Что в конечном итоге, если вы продолжите эти отношения? Ну, для чего-то вам нужно это потрясение. Скорее всего, ну, пока что, да, вот час дня ударило, скорее всего, будет какое-то потрясение, и вы разойдетесь, оно разорвется. Это надолго, но это разорвется. Давайте посмотрим. Да, все-таки это потрясение хорошее или плохое, да? Ну, тут смотрите, тут все-таки вопрос в защите. Стоит ли продолжать? Да. Для чего? Для того, чтобы прожить потрясение. И если ваши защиты, ну вот это вообще вторжение в кокон, да, вот если вы присмотрите, тут кокон, да, видите? Вот он кокон вокруг, и как бы идет вторжение. А это вообще как бы защитник, сама форма защиты, как бы оберег какой-то, да, или служение в защите, да, или восстановление энергетической защиты, или охранник, стражник, привратник, да, ну, дева-защитник, да. Для чего вам это? Это какое-то кармическое, что ли, или судьбоносное испытание для того, чтобы понять, насколько вы крепки и можете, ну, служить один другому. Не знаю, вот почему-то такой поток рождается, потому что здесь кто-то в ваши границы вторгается и пытается от вас освободиться, чтобы чужим несчастьем насладиться. Вот такое вот родилось, да. Давайте посмотрим, что думает о вас загаданный, ну, давайте назовем его мутантом уже, да, мутант. Смотрите, он чувствует, что вы управляете им. Я не понимаю, если вы им действительно не управляете, то он чувствует, что кто-то управляет им, но он может чувствовать, что он и вами управляет. Если это женщина, то она управляет вами. А если это мужчина, то он чувствует, что им управляет женщина Овен. И если вы не Овен, не Лев и не, господи, Стрелец, то, скорее всего, кто-то лезет в вашу границу. Он чувствует огонь на себе. Огонь, огонь, огонь. И здесь вот такое, ну, здесь это больше водичка, да, и вода. Он хочет это потушить. Он хочет какой-то огненный поток с себя сбить, слить, да. Что он чувствует к вам? Ну, он очень сильно напряжен, и, знаете, рядом с вами он чувствует и испытывает напряжение. Какое-то есть смятение и отторжение. Поэтому, если он сейчас вас отторгает, то, скорее всего, на него какая-то женщина огненная извне тайно влияет, пытается его защиту пробить, и чтобы вам вместе в перспективе быть, вам нужно принять вызов этой атаки, и поверьте, вам не избежать здесь драки. Что здесь еще? Что он планирует делать дальше? А здесь семерка воздуха. Это очень нестандартное решение и очень нестандартный ход. Он что-то должен отчубучить, да? И что это будет? А это смерть. Будьте осторожны. Здесь настолько креативный ход, что кто-то может внезапно пострадать, и кто-то даже может попытаться кого-то уничтожить. Он будет пытаться себя или с кого-то что-то сбросить. И это смерть. То есть он будет делать так необычно все, что
Тут вопрос жизни и смерти, и, возможно, вот это испытание, это какая-то жесткая игра на выживание. Действительно ли вам стоит держаться и быть в этой войне? Смотрите, все по сути дело интуиции. Если вы чувствуете, что вам лучше бежать, чтобы смерти избежать, тогда бегите. А если чувствуете, что это испытание вам дано судьбою, и что если вы готовы здесь бороться и драться, тогда, возможно, в этом искусстве и есть суть испытания, где кому-то не избежать, возможно, даже кармического наказания. Ну, вот такой вот родилось интересный поток, который поведал нам сегодня шепот теней. А вы напишите в комментариях скорее, что чувствуете вы по поводу этого расклада сегодня. Ну и последний расклад, друзья. Давайте посмотрим, что за ситуация. Здесь прям кто-то кого-то не хочет отпускать. Здесь, кстати, может быть паучья магия. Но карты у нас такие больше бытовые, в принципе, да. Но, тем не менее, кто-то попался в чьи-то сети. Кто этот паук, вы или он, ну это уже решать вам. Здесь очень сильное влияние семьи на эти отношения. Ну и давайте посмотрим. Кто попался в сети? Давайте смотреть. Первое. Кто попался в сети? И он, и она, вы оба в сетях и в плену любви. Возможно, в эти сети вы вошли добровольно, да? Поэтому, ну, кто? Ну, влюбленные это оба. Пара это, давайте так скажем, свободный выбор был изначально, да? Оба в плену, оба в сетях, да? Давайте посмотрим, кто этой сетью управляет. Опять туз пентаклей, здесь что-то идет изнутри. Ладно, давайте уточняющую карту. Во-первых, этой ситуацией управляет мужчина, а во-вторых, этой ситуацией управляют деньги. Поэтому смотрите, здесь кто-то кого-то покупает. И кто-то, возможно, покупается и чем-то в своей жизни искушается. Кто-то очень дорого платит. Давайте посмотрим. Вот мужчина есть, он телец, он дева, козерог. И здесь есть какие-то близнецы. Возможно, это пламенные близнецы, а может быть даже родственные души. Посмотрим, кто это и что это. Пятерка чаш. Какая-то тоска и разорение. И здесь есть рыцарь жезлов. Здесь рыцарь жезлов. И здесь есть шут. Смотрите, здесь прямо... Знаете, здесь очень интересно получается. Здесь, в этих отношениях, мужчина исполняет кармическую отработку. Но в чем проблема этих отношений? Что мужчина настолько глубоко уйдет в материальный мир. Вот его десятка жезлов, вот его кармическая отработка. Он настолько глубоко уйдет в кармический мир, он отдалится. Его как бы дух уведет туда. И в этих отношениях либо тот, кто вместе с ним, будет чувствовать себя одиноким, либо вот это отдаление и произведет это общее разорение. Вот, ну вот как бы вот фон, да, вот вам как бы, да, на чем проистекает. То есть вы как бы были близки, но в погоне за материальным мужчина
отрабатывая кармический долг, будет все дальше и дальше, и в конечном итоге он может улететь и на другую орбиту отношений. Вот здесь паук — это, скорее всего, сеть семьи и нежелание потерять. Нежелание потерять. Поэтому здесь мужчина на другую орбиту улетает, потому что духом он влечен в погоне за материальным. И вот это вот даже паук, это больше желание обладать и накапливать. И в итоге отношения съезжают, знаете, как бы на рельсах, где на такие линии жизни, рельсы, или на такую колею, где мужчина ничего кроме денег не замечает. Вот почему-то вот так, да. То есть у него есть какая-то власть, есть какой-то род, есть какой-то статус, есть какой-то авторитет, может быть даже он благородных там кровей, какой-то интеллигенции и так далее. Но вот эта вот пятерка чаш, она о том, что дистанция, да, и отдаление есть карма его отработки, проявления. Давайте смотреть. Смотрите, он отшельник. И здесь мужчина, именно мужчина, все здесь земля идет, да. Мужчина здесь, он одинокий, этот мужчина, да. И он, это его карма. Быть одиноким. Шут это пустота, да, то есть он пустой. Или он может быть богатый, но он пустой, он одинокий. Поэтому здесь, знаете, как либо женщина не может отпустить одинокого мужчину, либо одинокий мужчина не может отпустить женщину. Да, вот так вот. Здесь отношения на дистанции. Давайте посмотрим, что он думает на дистанции с одиноким. Что он думает, ваш партнер, о вас сегодня? Ну, смотрите, он на самом деле думает, что у вас, между вами все хорошо. То есть он далеко от вас, и это его устраивает. Да? То есть он, видите, вот, плетет какой-то ковер, там, да, вяжет какой-то ковер. В этом есть суть его искусства. Да? По сути, его все устраивает. Он думает, что вам хорошо, да, или она думает, что вам хорошо. То есть каждый находится в зоне комфорта, в своей, да. Что он чувствует к вам? А он не может вас отпустить. Смотрите, здесь какая-то здесь кармический узел. Вот он родился, видите? Вот карма 10, а вот 2. И вот вам 12. 12. Еще этот мужчина, он прям как семерка, да. Вот в этой семерке и прячется сомнение, да. Здесь двойка. То есть это кармический узел. Вы зависите от мужчины. Ну, здесь, скорее всего, женщина зависит от мужчины, от богатого. Но проблема в чем, что мужчина эту женщину не замечает, но и отпустить ее не желает, поскольку он правами владения над этой женщиной над этой женщиной обладает. И оба здесь отшельники, но и материальное вас соединяет. Ну вот так вот. Что он будет делать, этот мужчина? Что он будет делать, этот мужчина? Вы знаете, он вас не сможет просто так отпустить. И вот этот паук — это то, что если вы захотите выйти из этих отношений, то в вашей жизни должно появиться желание за свои свободы и какие-то права сражаться, чтобы от его паучьих владений отбиваться. Вам придется отбиваться, чтобы от его владения и доминации отказаться. Поэтому что он будет делать? Он будет свою позицию отстаивать, а вас еще сильнее закрепощать, чтобы владеть и никуда не отпускать. По сути, как бы ваша любовь переродилась во владение, где мужчина имеет права владения и не хочет, чтобы вы его покидали. Вот так вот. Ну и последняя карта, здесь идет звезда. Смотрите. Здесь очень холодные отношения, и здесь давно все остыло. И
только власть и материальный мир и обладание. Здесь еще одна карта пустоты. Здесь кто-то уйдет в пустоту в перспективе и отдалится. Или, возможно, это уже есть отдаление. Поэтому что он будет делать? Он будет продолжать вас держать, но все это будет продолжать остывать. И рано или поздно появится меч Эскалибур. Возможно, Эскалибур, который все разрежет. Придет осознание и озарение, что только в пустоте произойдет рассечение. И в пустоте произойдет холодное осознание, что на материальный мир больше вы не имеете права притязания. Вот почему-то так. То есть здесь в этих отношениях все замерзнет настолько, да, и остынет настолько, что рано или поздно меч осознания разобьет и откроет просто новую дорогу в пустоту. И только пустота и свобода, возможно, даст оптимальный вариант, да, вам обоим, ну давайте так скажем, не навредить друг другу. Почему-то вот так рождается этот поток. А как у вас этот паук проигрывается, напишите мне. То есть резюме, да, здесь изначально из свободной любви сформировалась абсолютная власть и форма, где один человек имеет власть как будто бы над материальным предметом. И оба умерли давно, но разойтись и разъединиться не могут, поскольку один считает, что владеет другим. Ну и скорее всего мужчина здесь, ну как бы даже на дистанции владеет, да, но свободы нет. Поэтому вот этот шут и звезда и пустота, они о том, что все должно полностью перезагрузиться, и этому союзу, скорее всего, придется развалиться. Ну, вот так вот. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Все будет доброе. Оставайтесь на связи. Пока-пока.